Всем привет, друзья! В одних из прошлых роликов у нас был носорог в деле, крокодил в деле и буйвол в деле. Все ссылки будут ниже в описании. Давайте теперь посмотрим, на что способен царь зверей, или проще лев в деле. В этом ролике вы увидите льва против крокодила, жирафа и даже слона. Вы на канале Supreme Show. Попрошу вас поставить палец вверх, подписаться и бейте в колокол. В конце, как обычно, нарезка по теме видео, а теперь поехали! Итак, лев – величественное могучее животное, безусловно царь зверей. Прайд львов имеет колоссальную силу, и противостоять им мало кто захочет. Обычно львы охотятся на зебр, антилоп, буйволов и другую более мелкую добычу. Но бывают ситуации, когда прайд целенаправленно может преследовать и атаковать даже таких гигантов, как жираф или молодых слонят, и очень-очень опасных крокодилов. Так что же может сделать прайд львов, например, 6-метровому жирафу, весом более чем в тонну? Прежде давайте посмотрим и вспомним общие показатели нашего героя. Это поможет понять, чем же львы опасны для крокодилов, жирафов или слонов. Крупные зрелые самцы львов достигают до 250 кг, самки до 200 кг. Длина тела может достигать 2,5 метров, а высота до 120 см. По разным данным, львы могут достигать скорости бега примерно до 70 или 80 км в час. Сила укуса льва составляет 41 атмосферу. Очень важным показателем является выносливость. Здесь львы скорее больше приспособлены на короткую взрывную мощь, которая тоже требует определенной выносливости, нежели на долговременную монотонную выносливость. Тем самым это помогает им применить большое усилие, чтобы завалить привычную добычу, такую как зебру или антилопу. Но что делать со слоном или жирафом? Да и с крокодилом так не выйдет. Поэтому здесь у львов немного иная тактика. Например, чтобы одолеть жирафа, необходимы слаженные и командные действия всего прайда, так как завалить такую крупную добычу требует много усилий. Да еще и жираф может убить одним ударом своего копыта или сильно покалечить, что скорее всего также приведет к гибели. Далее мы посмотрим ролики подобной охоты. Примерная тактика львов – это вцепиться в длинные ноги жирафа, держать его, кусая и пытаясь завалить. Часто львы, по аналогии охоты на буйволов, запрыгивают на спину жирафу, пробуя нанести ущерб своими мощными клыками. Конечно, это не такая легкая добыча и довольно опасная, но если охота удачна, то сытый будет весь прайд. Со слонами все еще сложнее, и здесь наши друзья скорее могут охотиться на маленьких слонят или старых раненых больных слонов, и то под вопросом. Огромные слоны, чей вес может достигать до 5 и даже 7 тонн, живут группами и редко когда остаются наедине, да и львы никогда не станут нападать на взрослого слона, даже если он будет один, а их огромный прайд. Но всегда есть шанс атаковать заблудившегося, заигравшегося или отставшего от группы слоненка, которому можно спокойно запрыгнуть на спину, а затем повалить на землю, после чего слоненок уже не встанет. Теперь перейдем к не менее опасным зубастым друзьям – крокодилам. Вообще крокодилы не входят в меню львов, и излюбленным деликатесом тоже не являются. За счет того, что стихия крокодила – это вода, где он и охотится, уже сам царь зверей может стать добычей этого зубастого монстра, оказавшись на его территории. Конечно, на суше крокодил теряет все свое преимущество, и медлительность и неповоротливость становятся для него большой проблемой при встрече с двумя или несколькими кошками, которые этим как раз и пользуются. Но даже на суше зубастик очень опасен, и львы это прекрасно знают. Теперь давайте же посмотрим наши нарезки столкновений этих зверей и узнаем, на что способен лев. Лев в деле или лев против слона, жирафа и крокодила.
А первые у нас будут слоны, лев против слона. Ночная охота у львов в этом ролике сложилась явно удачно, и таким количеством пищи хватит накормить большой прайд. Своей тактикой львы отделили слоненка от основной группы, затем с помощью совместных усилий им все же удалось повалить, хоть и маленького, но довольно тяжелого малыша. В следующем ролике уже взрослый слон спокойно отгоняет двух львов. Такого гиганта прайду точно не одолеть. А вот здесь совсем еще беспомощный кроха, который без защиты матери будет легкой добычей для любого хищника, и львы намеревались воспользоваться таким шансом. Неизвестно, что произошло дальше, ролик обрывается на том, что матери удалось отстоять и обезопасить на какое-то время свое потомство. Смотрим следующее видео, и здесь наш герой Лев вынужден был оставить свой обед. Всему причиной стало то, что слон решил спасти травоядного собрата буйвола. Наверняка кошка вернется за своей добычей, если, конечно, слон не будет охранять буйвола. Следующий ролик очень интересный и нестандартный. Я не знаю предысторию этого видео, но что-то явно пошло не по плану. Львица в одиночку бросилась на слоненка, вцепившись ему в ухо. Непонятно, как она собиралась сама его завалить, и неизвестно, что случилось дальше. В конце видео видно только то, что слон освободился от когтистых крепких объятий и прогнал обидчицу. Здесь качество видео не очень хорошее, но ролик берет за душу. Как вы помните в начале, слонихе удалось обезопасить малыша от львов. В этот раз уже другому малышу так не повезло, и он превратился в плотный обед для львов. Довольно-таки душещипательный ролик, и без ретуши никак не обойтись, слишком уж много крови. Переходим к еще одному травоядному представителю, который может достать вас на втором этаже. Это жираф с ростом в 5-6 метров. Лев против жирафа. Давайте для начала посмотрим небольшую нарезку, как примерно проходит охота на самое высокое животное в мире. Теперь более подробно. Вот одно из самых известных и показательных видео грамотной охоты львов на жирафа. Видны слаженные и отработанные действия. Несколько львов, поочередно меняясь, держат гиганта за задние ноги, а одна львица и вовсе решила добавить нагрузки и прокатиться верхом. Некоторые утверждают, что жирафу безразлично это нападение, и он просто дальше шел по своим делам. Напишите в комментариях, как вы думаете, так ли это. В конце ролика авторы написали, что после долгого и утомительного противостояния жирафу все же удалось сбежать. В этот раз явно помогло везение. Вот похожий сценарий. Здесь жираф отбивался задними конечностями, и неизвестно, что случилось дальше, но на видео попытки схватить за ноги и запрыгнуть на спину не удались.
А мы смотрим следующее видео, которое уже закончилось печально для малыша жирафа. И мать так и не смогла отбить его у львов. Малыши, конечно, очень уязвимы и беззащитны. Еще одно видео, где маленький жираф пострадал от нападения этих кошек. Если в прошлом ролике у малыша еще был шанс выжить благодаря матери, здесь шансов нет. Так как же жирафу спастись от прайда львов? Есть один хороший способ – это бежать, просто бежать. Благодаря большому весу и длинным ногам, разогнавшись, львам жирафа остановить или поймать на бегу практически нереально, а подбегая слишком близко, лев рискует получить удар огромным и мощным копытом, что может стоить ему жизни. И в этой нарезке можно увидеть, что остановить эту 6-метровую машину львам явно не по силам. А при необходимости скорость бега жирафа может достигать до 55 км в час. И закончим довольно редким случаем, когда жираф убил льва, а точнее очень сильно покалечил, что рано или поздно приведет к смерти. От ударов такой силы и массы выжить льву в дикой саванне невозможно. Следующие на очереди зубастые друзья, которые в отличие от прошлых травоядных ребят сами не прочь перекусить львятиной. Лев против крокодила. В первом ролике группа львов заметила и окружила зубастого, надеясь получить свежий ужин, но у рептилии явно были свои планы, и только реакция львов спасала их от мощных челюстей крокодила, который все же решил не испытывать судьбу и капитулировал в свою среду обитания, где львам его уже точно не достать. Качество следующих видео желает оставлять лучшего, но здесь наглядно видно, что в воде и даже на мелководье зубастый имеет преимущество над опасной кошкой и чувствует себя очень уверенно, не боясь даже нескольких львов. Вот нарезка подобных столкновений. А в некоторых случаях зубастый сам первый атакует, отгоняет и даже забирает пищу, добытую львами. Вот еще ролик, доказывающий, что большой крупный крокодил совсем не боится царя зверей. В следующем видео два льва пересекали реку, когда на них напал зубастый. Если на суше львы проворные, то в воде медлительны и неповоротливы. Кошки явно не ожидали такой наглости от крокодила.
Похожий случай, и второй львице очень повезло, что ее не схватили, и она успела проскочить буквально в пару метрах от огромной пасти. Два интересных момента, когда зубастый стал незваным гостем на пиршестве у львов. В первом из них два крокодила спокойно, без особого страха, подползли, чтобы забрать остатки добычи у львов. К сожалению, видео обрывается на самом интересном моменте, и неизвестно, что произошло дальше. Во втором случае крокодил в одиночку решил проверить свои силы, но увидев кучу львов, сделал правильный выбор, отступив. К тому же сам крокодил не особо крупных размеров, чтобы противостоять целой группе хищников. Последнее видео с зубастыми друзьями, где произошла серьезная стычка. А на этом с вами прощаюсь. Если вам понравился ролик, оцените его по достоинству. Подписывайтесь на канал и бейте в колокол. Это поможет не пропускать новые ролики. А теперь по традиции нарезка. Всем пока и до новых встреч. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far.